Сегодня у нас третья серия на канале о том, как мы строим дом в 2024 году. А для того, чтобы правильно построить дом и посадить его на участок, нам требуется помощь кадастрового инженера, чтобы правильно вынести точки и знать точные границы нашего участка, чтобы потом не было никаких спорных моментов с соседями. Заметка. Мой совет: даже если стоят заборы или стоят какие-то ограждения, лучше все равно пригласить кадастрового инженера, чтобы не было в дальнейшем вопросов. Деньги за данную услугу берутся небольшие, но зато будете спать спокойно. В нашем случае соседи были с обеих сторон, и при виде кадастрового инженера все споры и вопросы у них отпали. По итогу у одного из соседа был вообще не оформленный участок, который он захватил самостоятельно, без каких-то либо разрешительных документов или согласования с администрацией. Единственное, что оставалось ему, это стоять молча и наблюдать за тем, где у нас проходят границы нашего участка, когда мы забивали наши колышки. Самое интересное и удивительное во всей этой истории для меня оказалось то, что человек самостоятельно огородил чужой участок и построил там еще плюсом гараж, который нигде не оформлял и не получал никаких разрешительных документов. Нам за сегодня удалось отснять 7 точек, за которые я отдал 7000 рублей. Также заказал топографическую съемку с указанием участка, всех коммуникаций, прилегающих к нему, с последующим согласованием всех инстанций и архитектуры. Стоимость такой съемки составила 30 000 рублей. Поясню, данная съемка потребуется нам для подключения воды, света и газа. Газ, конечно, и свет можно подключить без нее, но в нашем регионе с водой проблема, и воду подключают только с этой съемкой. Поэтому выбора у нас не было, пришлось ее заказывать. Интересно послушать, как обстоят дела в других регионах. Если вы сталкивались уже с этой проблемой, напишите мне в комментарии, интересно послушать, как это выглядит у вас. Что касается оставшегося мусора на участке и работы трактора, нам в этом немного не повезло. Несколько дней у нас были дожди, что сильно затормозило работу техники на участке. Ну ничего, я больше придерживаюсь такой поговорки: лучше долго запрягать и быстро ехать, чем иначе. Стройка не терпит скорости, поэтому торопиться здесь сильно не будем, будем делать все размеренно, так как у нас еще впереди целый сезон. Самое главное не воспринять это буквально, так как многие строители вообще не любят торопиться на строительных объектах. Но деньги в качестве аванса любят всегда брать вперед, как в фильме: утром деньги, вечером стулья. Можно наоборот, можно, но деньги вперед. Итог сегодняшнего дня: 37 000 рублей минус, и можно прибавить те затраты, которые уже были сделаны ранее. Это вывоз мусора и трактор 35 000 рублей, и переработка веток в щепу — это еще 13 000 рублей. 3 серии ролика позади, а карман опустошен на 85 000 рублей. Продолжаем нашу стройку. Пусть нам удалось сделать не столько, сколько хотели за эти дни, но результат есть, а это уже неплохо. Значит, двигаемся вперед. Кому будет интересно, оставлю номер кадастрового инженера, вы можете звонить ему и заказывать съемку. Ну а кто не успел подписаться, подписывайтесь, так как мы продолжаем строить.